Футляр для души. Ваша душа пришла в этот мир, полная доверия и надежд, с широко раскрытыми глазами. Но маятники сразу же прибрали ее к рукам, внушив ей, что здесь ее никто не ждал, что здесь ей не рады, и она должна выполнять грязную и тяжелую работу за маленький кусочек хлебца. Конечно, не все рождаются в бедности, но у богатых свои проблемы, только другого плана. В мире маятников богатые страдают не меньше, чем бедные. Ваша душа пришла в материальный мир не для того, чтобы страдать. Но маятникам выгодно, когда борьба за место под солнцем становится нормой. Как вы знаете, маятник, порожденный общими мыслями и действиями группы людей, начинает жить самостоятельно по законам энергоинформационной сущности. Посредством энергоинформационного обмена он подчиняет приверженцев своей воле и заставляет их мыслить и действовать в своих интересах. Люди отдают энергию маятникам, когда проявляют недовольство, раздражение, ярость, беспокойство, страх, а также когда участвуют в битвах маятников. Мы привыкли жить в этом мире маятников, где угнетение, вражда, конкуренция, войны и многие другие отношения соперничества являются нормой. Нам не приходит в голову, что все это ненормально, что все могло бы быть по-другому. Взгляните на этот мир с точки зрения модели маятников, вспомните все проявления их ненасытной жажды энергии и представьте, каким бы мог стать мир, если бы освободился от маятников. Если нет энергоинформационного обмена, значит не существует структур, которые стремятся присвоить чужую энергию и порождают соперничество. Это трудно представить, но можно с уверенностью утверждать, что в таком мире было бы очень много счастья и очень мало страданий. В этом мире на всех хватит природных богатств и возможностей. Нам внушили, что борьба за выживание и естественный отбор являются необходимыми и нормальными процессами, способствующими развитию жизни. Верно, такие процессы действительно способствуют развитию мира агрессивного типа. Однако естественный отбор вовсе не является необходимым условием для развития жизни. Жизнь могла бы развиваться по другим, более гуманным законам. Естественный отбор в мире маятников происходит по негативному сценарию, в соответствии с которым погибает тот, кому плохо. Отбор действует методом подавления и уничтожения. А вам не приходило в голову, что мог бы быть другой, позитивный сценарий? В соответствии с таким сценарием выживает тот, кому хорошо. Эти два сценария по своей направленности различаются точно так же, как негатив отличается от позитива. Можно спорить, что в естественном отборе действует и тот, и другой сценарий. Но тем не менее преобладающим фактором является именно негатив. Погибает тот, кому плохо. Во всяком случае, в мире людей маятники установили еще более жесткий порядок, чем в природе. Борьба за выживание в природе не носит столь ожесточенный и агрессивный характер, как в человеческом мире. Маятники людей намного сильнее и агрессивнее природных маятников. Тот факт, что в природе всегда кто-то кого-то ест, не означает, будто там постоянно ведется война. Лев ест корову точно так же, как корова ест траву. Животные и растения не имеют понятия о важности, поэтому равновесие не нарушается. Важность – это свойство, присущее только людям. Наблюдая природные явления с колокольни важности, человек интерпретирует нормальное сосуществование живых организмов как ожесточенную борьбу. Даже соревнования за территорию и партнеров в животном мире носят чисто номинальный характер в сравнении с постоянными войнами среди людей. Животные очень редко наносят друг другу телесные повреждения, если это не охота. В большинстве случаев любой спор решается в пользу того, кто громче рявкнет и страшнее оскалится. Ну а если и случается кровопролитие, то что поделаешь, лапы тяжелые. Такие чувства, как злоба и ненависть, животным не свойственны. Храбрость и трусость тоже отсутствуют, есть лишь инстинкт самосохранения. Храбрые волки и трусливые зайцы существуют только в воображении людей. Мы никак не можем изменить этот мир. Нам приходится мириться с тем, что от нас не зависит. Множество ограничений и условностей буквально запирают душу в футляр. Разум,
захваченный условностями, становится тюремщиком души и не позволяет ей реализовать свои способности. Человек просто вынужден вести себя так, как этого требует мир маятников, выражать недовольство, раздражаться, опасаться, соперничать, бороться. Поведение и мысли человека обусловлены его зависимостью от маятников. Как вы уже убедились из предыдущих глав, такая обусловленность отнимает у человека энергию, восстанавливает против него равновесные силы и уводит в сторону к ложным целям. В довершение ко всему, внешнее намерение работает в качестве реализации худших ожиданий. Человек и рад бы освободиться от обусловленности и зависимости, но не знает, как. Вам теперь известно, что власть маятников держится на важности и неосознанности. Человек реагирует на их провокации неосознанно. Он машинально поддается беспокойству, страху, раздражению, по привычке выражает недовольство и злится, его с легкостью охватывает уныние, препятствия заставляют его напрягать все силы. Человек живет как во сне, подчиняясь сценарию, навязанному маятниками. Он не осознает, что может взять сценарий под свой контроль. Ему кажется, что от него мало что зависит. Важность втягивает человека в игру маятников, а неосознанность отнимает последнюю возможность как-то воздействовать на сценарий. Игра ведется по правилам маятников. Как видите, мне приходится многократно повторять одно и то же, потому что, несмотря на очевидность, все эти рассуждения трудно осмыслить и прочувствовать. Настолько сильно укоренилось в нашем сознании привычное мировоззрение, сформированное маятниками. Вы сможете вырваться из футляра обусловленности, если будете руководствоваться принципами трансерфинга. Власть маятников велика, но они не смогут помешать, если вы откажетесь от важности и осознанно воспользуетесь своим правом выбирать и определять сценарий. Маятникам выгодно держать людей под контролем. Они преследуют исключительно свои цели, а человек для них является лишь инструментом, средством, марионеткой. Ваша душа пришла в этот мир как на праздник, так позвольте себе это. Только вам решать, потратить ли всю свою жизнь на работу в пользу чуждого вам маятника или жить для себя, в свое удовольствие. Если вы выбираете праздник, значит необходимо освободиться от сковывающих вас маятников и найти вашу цель и вашу дверь. Ваш разум должен понять, вы не обязаны идти на поводу у деструктивных маятников. Соедините разум с душой, и вы получите все, что вашей душе угодно, в прямом и переносном смысле. Нужно всего лишь освободиться от маятников и устранить разлад между душой и разумом. Позвольте себе роскошь быть достойными всего самого лучшего. Если кто-то внушает, что вы обязаны трудиться на благо чего-либо или кого-либо, не верьте. Если доказывают, что все в этом мире дается упорным трудом, не верьте. Если пытаются навязать жестокую борьбу за место под солнцем, не верьте. Если указывают на ваше место, не верьте. Если пытаются завлечь в секту или общество, где нужен ваш вклад в общее дело, не верьте. Если говорят, что вы родились в бедности, поэтому так и должны прожить всю свою жизнь, не верьте. Если внушают, что ваши возможности ограничены, не верьте. Вам предстоит убедиться, что маятники так просто не отстанут. Как только у вас появятся зачатки решимости иметь, они устроят ситуацию, в которой попытаются дать понять, что ваши возможности ограничены. Как только вы почувствуете себя способным выбирать и определять сценарий игры, маятники попытаются расстроить ваши планы. Как только вы почувствуете спокойствие и уверенность, они попытаются вас зацепить. Не поддавайтесь на провокации и не позволяйте вывести себя из равновесия. Держите свою важность на минимальном уровне и действуйте осознанно. От вас требуется не усилие и не стойкость, а только осознанное намерение держать важность на нуле. В этой игре ваши возможности ограничены только собственным намерением. Возможности маятников ограничены только уровнем вашей важности и осознанности. Помните, если я пустой, и мне за что меня зацепить, если я осознаю смысл игры, маятники не способны навязать мне сценарий. Если им удалось вас разочаровать, расстроить, вывести из равновесия, значит следует оглянуться и понять, в чем вы превысили уровень важности. Измените свое отношение к тому,
что вывело вас из равновесия. Постарайтесь осознать, что важность нужна не вам, а маятникам. Футляр для души сделан из вашей важности. Не придавайте ничему избыточно важное значение. Просто спокойно и не настаивая берите свое. Если оно пока не дается, не придавайте этому значения, тоже маятники только и ждут, что вы упадете духом. Если вас что-то расстроило, сбросьте важность. Отдавайте себе отчет, что это только игра маятников. Именно игра, а не битва, потому что по сути маятники подобны глиняным болванам. Игра эта жесткая, и она рассчитана на слабость человека. Как только дадите слабину важности, сразу проиграете. Но если важность на нуле, маятники провалятся в вашу пустоту. Глиняные болваны развалятся. Силу вы будете черпать именно из осознания того, что понимаете правила игры. Как только вы заметили, что маятник пытается вас зацепить и вывести из равновесия, усмехнитесь про себя и непреклонно сбрасывайте важность. Постепенно это войдет в привычку. Вот тогда вы почувствуете свою силу и поймете, что можете сами определять сценарий игры. Одержав победу в игре с маятниками, вы получите свободу выбора.